Привет! Вы слушаете радио Вашингтон. Меня зовут Ксения Туркова, и это наш ежедневный подкаст «Украина. Что происходит?», в котором мы рассказываем вам о войне в Украине и глобальном контексте. В этом выпуске. Дональд Трамп уже на этой неделе может объявить о санкциях против России. Кремль обвиняет Европу в срыве мирных переговоров и требует созвать Совбез ООН. В российском плену погибли 200 украинских солдат. Их тела возвращают без внутренних органов, пишет Associated Press. Начнем с информации об обстрелах. Во вторник российские войска нанесли 3 удара по жилому кварталу Краматорска, в результате чего ранение получила 6-летняя девочка и ее родители, а также еще одна жительница города. В Херсоне российский дрон атаковал работников коммунального предприятия. В результате пострадали 6 человек. Из-за российских обстрелов часть Херсона осталась без электроснабжения. 2 взрослых и девушка-подросток получили ранения в результате российского удара по Ахтырской общине в Сумской области. 2 человека ранены в результате российской дроновой атаки и в Днепропетровской области. Также россияне нанесли более 50 ударов по территории одной из прифронтовых общин Запорожской области. В свою очередь в России заявляют, что сбили около 100 украинских дронов. Ночью и рано утром 27 мая некоторые российские аэропорты приостанавливали работу, сообщают государственные российские медиа со ссылкой на чиновников Минобороны и Росавиации. Ограничения на прилет и вылет были введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Дональд Трамп может снять все ограничения по боевым действиям Украины. Американский президент серьезно рассматривает такую возможность, пишет издание «Киев-Пост» со ссылкой на западных чиновников. Один из них отметил, что ранее введенные ограничения сейчас пересматриваются. Трамп считает, что нынешнее положение дел не способствует привлечению России к переговорам. Более того, во вторник Трамп в очередной раз прошелся по Путину, которого накануне, напомню, назвал сумасшедшим. Что Владимир Путин не понимает, так это то, что если бы не я, то в России произошло бы очень много плохого. Я подчеркну, очень плохого. Он играет с огнем. Тем временем в американском Сенате, как мы рассказывали ранее в наших подкастах, зреет недовольство слишком мягкой позиции Трампа по отношению к Путину. Сенатор-республиканец Чак Грассли обратился к Дональду Трампу с требованием принять жесткие санкции против России. В своем посте в соцсети X Грассли выразил возмущение из-за последних ударов России по Украине. «С меня довольно. Путин убивает невинных людей. Президент Трамп, примите меры, введите санкции», призвал Грассли. Wall Street Journal на этом фоне со ссылкой на свои источники пишет, что американский президент действительно может откликнуться на этот призыв, и это может произойти уже на этой неделе. С подробностями наш обозреватель. В последние дни президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял и писал в своей соцсети Truth Social, что ему не нравятся российские атаки на украинские города, которые уносят много жизни. Продолжение наступления российских войск Трамп не комментировал. Месяц назад, 24 апреля, Трамп впервые раскрыл причину своего недовольства. По его мнению, Путин выбрал неверное время для подобных операций, поскольку они могут негативно отразиться на ходе мирных переговоров, которые инициировали США. В воскресенье Трамп повторил то же самое. Цитата: «Мы ведем переговоры, а он запускает ракеты по Киеву и другим городам». То есть, в первую очередь, президента США интересует успех его миротворческого проекта, одной из главных международных инициатив. Из-за упорства Путина, не желающего идти на компромиссы, этот проект оказался под угрозой. Показательно, что Трамп стал очень регулярно напоминать, что это не его война, что это война Байдена, Путина и Зеленского, и что он может вообще отказаться от попытки примирения России и Украины. Важно напомнить, что Трамп, постоянно критиковавший, продолжающий критиковать своего предшественника Джо Байдена за его политику в отношении Украины и России, оставил в силе большинство инициатив Байдена. Он не отменил ранее введенные санкции, хотя и не ввел новых санкций в годовщину открытого российского вторжения, что стало определенной традицией. Трамп позволил вступить в силу санкциям Байдена в отношении российского энергетического сектора. Трамп, во всяком случае, пока не рассматривает возможности оказания Украине дополнительной военной помощи, хотя и разрешает союзникам поставлять Киеву американские вооружения. Угроза введения санкций в отношении России, даже совершенно не конкретная, важный индикатор изменения позиции Трампа. Впервые он обещает оказать давление не только на Украину, но и на Россию. На некоторые изменения политической позиции Трампа, вероятно, могла повлиять и проукраинская позиция многих законодателей-республиканцев, которые призывают ужесточить санкции. Показательно, что пока от них практически не слышно призывов продолжить военную помощь Украине. Впрочем, и это пока не стоит воспринимать как доказательство возникновения новой политической реальности.
Газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на доклад Министерства иностранных дел Германии, сообщила, что США заморозили сотрудничество с Европейским Союзом в деле контроля за исполнением ранее введенных антироссийских санкций. И это практически уничтожает действующий санкционный режим. То есть американские угрозы России сопровождают вполне конкретные подарки для той же России. Добавлю, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк опроверг информацию о том, что США прекратили сотрудничество с ЕС по вопросам санкций. По его словам, сотрудничество продолжается. Общаюсь с американцами-санкционщиками и видел их дважды за 3 недели на совместных рабочих встречах в Европе, где обсуждали и обход санкций, и усиление санкций. Есть ли тот самый импульс, который был? Нет, но исключительно в силу политического контекста. Есть ли развал сотрудничества? Абсолютно точно нет. Одна из идей давления на Россию – снижение верхней границы цены на российскую нефть до $45 для усиления санкций. Как пишет издание Financial Times, Европейская комиссия и ряд стран-членов ЕС настаивают на этом. Однако требуется согласие всех 27 государств-членов Евросоюза и их партнеров из Большой Семерки. Напомним, на встрече министров финансов Семерки на прошлой неделе Канада предложила включить в совместное заявление четкую формулировку об ограничениях цен на нефть. Пока Вашингтон пытается усадить Путина за стол переговоров и прекратить обстрелы, а Европа обсуждает санкции, сама Россия обвиняет европейские страны в срыве усилий по мирному урегулированию. Российское постпредство при ООН требует созвать заседание Совета Безопасности. Стоит отметить, что запрос последовал буквально через несколько часов после того, как именно Россия провела самые масштабные с начала войны обстрелы Украины беспилотниками и баллистическими ракетами. С подробностями Нина Вишнева. Россия срочно созывает Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, ссылаясь на то, что европейские страны пытаются саботировать усилия по мирному урегулированию войны в Украине. Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя России при ООН, назвал европейские страны, цитата, «спонсорами киевского режима». Полянский сообщил, что российскую делегацию пригласили на заседание Совбеза ООН 29 мая для обсуждения ситуации в Украине. Имеется в виду запрошенное европейскими союзниками Украины заседание Совбеза ООН по поводу гуманитарной ситуации в охваченной войной стране. Однако в ответ Москва решила действовать, цитата, «зеркально» и созвала собственное заседание, как выразился Полянский в своем телеграм-аккаунте, из-за угроз международному миру и безопасности, вызванных действиями ряда европейских государств. Терпение наших недругов в ООН, затаившихся в ожидании результатов стамбульских переговоров и реакции на них президента Трампа, похоже, иссякло. Им важно поддерживать украинскую тему на плаву в Совете Безопасности, даже если они рискуют не угадать с предпочтительной для новой американской администрации тональностью. Россия ожидает, что председательствующая сейчас в Совбезе Греция назначит заседание на следующий после европейских слушаний день, то есть 30 мая. Украина и ее европейские союзники неоднократно призывали к полному прекращению огня, что привело бы к окончанию войны. Россия последовательно отвергала эти предложения, наоборот, усиливая свои атаки на украинские города и, судя по некоторым сообщениям, готовя новое наступление. С 24 по 26 мая Россия провела серию масштабных воздушных атак против Украины, выпустив более 600 беспилотников и десятки ракет по всей территории страны. 19 мая во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин в который раз отказался поддержать полное прекращение огня в Украине. Вместо этого Кремль предложил разработать меморандум о возможном будущем мирном урегулировании. И несколько часов назад в интервью телеканалу Fox спецпосланник американского президента по вопросам Украины Кит Келлог сообщил, что Соединенные Штаты получили от Киева перечень условий для завершения войны. Теперь ждут список от России. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что для второго раунда российско-украинских переговоров он бы снова обратился к Турции. Об этом Лавров заявил на пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фаданом. «Если вы спросите меня, я бы снова обратился к нашим турецким друзьям. В Стамбуле очень хорошо», — сказал Лавров. Глава турецкого МИДа Хакан Фадан со своей стороны отметил, что его страна всегда готова предоставить площадку. В конце этой недели Фадан отправится в Киев, чтобы встретиться с украинскими чиновниками и обсудить результаты переговоров в Стамбуле 16 мая.
Что стоит за словами Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары Украины вглубь России? Накануне в нашем подкасте мы рассказывали об этом заявлении канцлера Германии и напоминали о том, что ограничения вообще-то были сняты еще месяц назад. Можно ли расценивать то, что Мерц заявил об этом именно сейчас, как сигнал относительно дальнейшей помощи, в частности, поставок ракет «Таурус»? Это заявление на вырост, отметил в интервью радио «Вашингтон» директор European Resilience Initiative Center, Центра европейской инициативы по устойчивости, Сергей Сумленный. Заявление Фридриха Мерца стоит рассматривать с нескольких сторон. С одной стороны, это, очевидно, не какое-то сиюминутное решение, принятое под влиянием, например, бомбардировок Киева последних. Это не эмоциональное решение. Оно абсолютно укладывается в заявленную стратегию Мерца. Про это говорилось даже когда он был избран канцлером. Очевидно, что немецкое правительство наконец начало функционировать. Вот оно было создано несколько недель тому назад. Пошли процессы, и вот пошло это заявление. Далее, что это значит практически? Ракет, которые Германия бы передавала, которые могли бы летать вот так вот на сотни километров вглубь российской территории, пока что, к сожалению, нет. Или мы о них пока не знаем, но даже если они поставлены, то еще на них не произошло обучение. Потому что во время Шольца обучения по Таурусам не было, а обучение даже в самом ускоренном формате все-таки требует определенного времени, хотя бы на всякие согласования, разработку планов, обучения и так далее. То есть, это разрешение дано фактически на перспективу, на вырост. Оно абсолютно укладывается в общеевропейскую политику, увеличение влияния Европейского Союза, европейских стран в процессе поддержки Украины. Потому что Европа видит, что Соединенные Штаты самоотстраняются, и даже если политика Трампа немножко будет подкорректирована, доверять Соединенным Штатам как главному гаранту европейской безопасности уже невозможно. Поэтому вот Европе нужно более показывать свое влияние, более показывать свое участие и так далее. Когда Таурусы будут, поставки вооружения засекречены из Германии сейчас. Это прямое тоже отличие от политики Шольца, который много говорил и много заявлял, и ему надо было как-то оправдываться. Поэтому они фактически публиковали отчеты по каждому винтику, который поставлялся в Украину. Мерц, наоборот, считает, что нужно держать россиян в неведении и не рассказывать много об этом. Но вот когда будут Таурусы поставлены, я думаю, что если они будут поставлены, скорее всего, они будут поставлены, то это перспектива нескольких месяцев, 2-3 месяцев, возможно, немножко больше. Ну и главное, что, наверное, мы увидим, что они поставлены по тому, как они пролетят по каким-нибудь российским целям. Директор Центра европейской инициативы по устойчивости Сергей Сумленный о возможных поставках ракет «Таурус» Украине. Северокорейских солдат не включили в недавний обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом пишет южнокорейское агентство Йонхап со ссылкой на депутата Национального собрания Южной Кореи Ю Йонвона. По его словам, речь идет о военных с фамилиями Ри и Бэк. Депутат уточнил, что решение не включать их в список было принято по просьбе Сеула, который готов принять солдат, если они захотят переехать в Южную Корею. По крайней мере, один из них уже изъявил такое желание. В российском плену погибли более 200 украинских солдат. Тела некоторых из них, как и тело украинской журналистки Виктории Рощиной, возвращают без внутренних органов, чтобы скрыть причины смерти. Об этом пишет агентство Associated Press. О его выводах подробнее Алексей Горбачев. Из более чем 5000 украинских военнопленных, вернувшихся из России в Украину, по меньшей мере 206 погибли в российском плену. Об этом сообщает Associated Press. Издание приводит историю украинского военного Сергея Григорьева. «Все будет хорошо» – эту фразу Сергей Григорьев часто повторял по телефону своим дочерям и жене, когда находился на передовой. Младшая дочь даже набила себе эти слова на запястье. В 2022 году Сергей попал в плен, но семья продолжала верить, что он вернется. Вернулся он в мешке для тела. Согласно российскому свидетельству о смерти, 59-летний Григорьев умер от инсульта, однако украинская судебно-медицинская экспертиза показала иное. Он погиб от внутреннего кровотечения после удара по животу. Бывший военнопленный, содержавшийся с ним, подтвердил, что Григорьев подвергался систематическим избиениям и не получал медицинской помощи. По данным украинских властей и ООН, 95% освобожденных украинских солдат подвергались пыткам в российском плену. Пытки включали избиение, удушение, сексуальное насилие, пытки электрошоком и инсценировки казней. Российские власти не отвечают на запросы СМИ.
Они, в свою очередь, обвиняют Украину в жестоком обращении с российскими пленными, однако международные наблюдатели подчеркивают, масштабы и системность нарушений со стороны России несоизмеримы. Согласно данным украинского правительства, 50 украинских военнопленных погибли в результате взрыва в колонии в Еленовке Донецкой области. Еще 245 военнопленных были убиты российскими солдатами на поле боя, следует из данных Генпрокуратуры Украины. Ожидается, что число погибших пленных будет расти по мере возвращения тел, но судмедэксперты сталкиваются со значительными трудностями при определении причин смерти. В некоторых случаях внутренние органы отсутствуют, в других создается впечатление, что синяки или травмы были скрыты или удалены. Украинские чиновники считают, что изуродование тел является попыткой России скрыть истинные причины смерти. И еще одно препятствие для изучения тел погибших – их чрезмерное разложение. Россияне держат тела до тех пор, пока они не достигнут состояния, когда уже ничего нельзя будет определить, заявил Петр Яценко, представитель Украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. По словам украинского судмедэксперта Инны Падей, причиной гибели многих солдат стало физическое насилие, а также невылеченные травмы и болезни, которые не были бы смертельными в нормальных или гуманных условиях. Все, что описывают вернувшиеся заключенные, мы видим то же самое на телах, сказала эксперт. Так, в одном из украинских отчетов о вскрытии тел говорится, что человека пытали электрическим током и избивали всего за несколько дней до того, как он скончался от сердечной недостаточности и крайнего истощения. Как отмечается в других отчетах, на телах погибших обнаружили признаки гангрены или невылеченных инфекций. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл в декабре 2004 года заявил: военнопленные подвергаются пыткам с самых первых допросов. Их избивают металлическими палками, пытают электричеством. Это худшее, что я видел за 20 лет своей работы, заявил Белл. Пытки широко распространены и регулярны в местах содержания украинских военнопленных. Алексей Горбачев специально для радио Вашингтон. Алексей Горбачев о публикации Associated Press. А я в заключение хочу отметить материал важных историй о том, как российские чиновники сначала заманивают россиян на войну большими деньгами, а потом эти деньги отбирают. Официально те, кто отправляется воевать против Украины, получают до 3 миллионов рублей за подписание контракта, сотни тысяч ежемесячного довольствия, до 4 миллионов рублей за ранение и в случае гибели до 13 миллионов. Но эти деньги часто становятся добычей или командиров на передовой или мошенников в тылу. Важные истории рассказывают, кто и как это делает. На этом все. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, кто и как пытается остановить войну, подписывайтесь на наш канал и слушайте нас на платформе Эхо. До встречи.